Всем привет! Готовим простой и очень вкусный рецепт из кабачков и капусты. Готовится за считанные минуты. Натираю на терке половину небольшого кочана капусты, а также тру на крупной терке один кабачок. Если вдруг у вас под рукой нет специальной шинковки для капусты, просто тонко нарежьте капусту при помощи ножа. Отправляю кабачки и капусту в миску. Также натираю на терке одну морковку, можно воспользоваться специальной теркой для морковки по-корейски, тогда она смотрится очень симпатично. Небольшой пучок свежего зеленого лука, вместо лука вы можете взять любую зелень, укроп или петрушку, мелко нарезаю и отправляю к остальным овощам, кабачкам с капустой. Беру 3 яйца и аккуратно разделяю на желтки и белки в разные миски. Мы с вами готовим очень простое, быстрое и вкусное блюдо из кабачков и капусты. Друзья, этот рецепт просто потрясающе простой, поэтому обязательно сохраняйте в закладке и делитесь с друзьями. Яичные белки добавляю к капусте с кабачками и все хорошо перемешиваю до однородности. Соль, перец и специи добавляю по вкусу. У меня здесь немного итальянских трав и сладкая паприка. Вы можете добавить специи по вашему вкусу. Этот простой рецепт вы можете приготовить только из кабачков или только из капусты. В любом варианте оладьи из кабачков получатся очень-очень вкусными. Все хорошо перемешали и можно уже ставить разогреваться сковородку. Будем жарить кабачковые оладьи. Наливаю немного растительного масла. И когда сковорода достаточно нагреется, небольшими порциями выкладываю оладьи. Обжариваем кабачки на сковородке до светло-золотистой корочки буквально по 2-3 минутки с каждой стороны. Жарим оладьи на среднем огне, чтобы они хорошо успели прожариться внутри и не подгорели. Можно накрыть сковороду крышкой, чтобы оладьи быстрее дошли до готовности. Так, давайте посмотрим. Оладьи с одной стороны уже хорошо подрумянились, аккуратно переворачиваем и обжариваем с другой стороны тоже на небольшом умеренном огне. И при помощи ложечки и вилки я делаю вот такие небольшие отверстия, сейчас узнаете для чего. Думаю, вы не забыли, что у нас остались еще яичные желтки, поэтому в каждое отверстие я кладу по одному яичному желтку. Вот такая вот красота получается, друзья. Очень вкусные, сытные и действительно полезные оладьи из кабачков, капусты. Готовьте на здоровье, это очень-очень вкусно. А если сверху еще и тертым сыром посыпать, вкуснятина получится необыкновенно. Очень вкусное, простое блюдо и готовится за считанные минуты, друзья. Мой муж и дети его просто обожают. Сытный, вкусный завтрак, обед или ужин на вашем столе буквально за минуты будет готов. Делитесь рецептом с друзьями, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У меня для вас еще много быстрых, вкусных и очень простых рецептов. Так что обязательно попробуйте этот рецепт и напишите в комментариях, как вам понравилось это блюдо из кабачков и капусты. А я желаю вам приятного аппетита!